Прости, что это было. Да, сэр Эллас здесь. Сегодня у нас уже третья реакция на Димаша. Об этом нас очень просили. Это выступление из Сочи в 2018 году на международном конкурсе молодых эстрадных певцов. Это «Греховная страсть». Это песня, изначально написанная группой под названием «Студия». Перед этим я прослушал оригинал песни с переводом текста, так что я знаю, о чем эта песня. Я знаю, что этот перевод, возможно, не идеален, но он достаточно хорош, чтобы понять, о чем песня в целом и каково общее настроение каждого раздела из этой песни. Так что давай сразу перейдем к делу. Ты явилась нежданно, как из лунного сна. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Very airy so far, very airy voice. Пока что у тебя очень воздушный голос. Лилии, долгие лилии, были ночи без сна, но в стуже сердце озарила, как весна, только ты одна. Хорошо, я просто сделаю паузу и быстро перейду к нескольким моментам из этого вступления. Очень хорошее вступление, очень торжественное. Я заметил, что пианист, он из студии. По-моему, это довольно круто. Так вот, Димаш выступает вместе с создателями этой песни. Мне это нравится, приятно это видеть. Так что первое, на что я хотел обратить внимание, это только вступительная фраза. Что придает ей особую торжественность, так это хроматическая нисходящая басовая линия. Здесь просто играет пианино и поет Димаш, так что все очень-очень открыто. Послушай самую низкую фортепианную партию. Она звучит великолепно. Ты явилась нежданно, как из лунного А потом еще сна. ниже. Когда это происходит, хроматическая нисходящая басовая линия всегда привлекает мое внимание, и я думаю, что они очень хорошо ее здесь использовали. Как я уже сказал, она очень открытая. Здесь почти ничего не происходит. И Димаш, у него очень-очень воздушный голос, особенно на нижних нотах, как здесь. Он почти не поет. Это больше похоже на звук, похожий на выдох. Это определенно стилистический выбор, потому что мы знаем, что он может это сделать. Так что это как бы задает общее настроение всему выступлению. Во вступлении первая фаза как бы заканчивается приятным отстранением на 4-3 секунды. Я объяснял это в некоторых других моих видео, так что извините, если я повторяю, если вы их видели, но для тех из вас, кто не видел и не знает, что такое 4-3 секунды. Подвох в том, что я быстро выложу клип, где я просто показываю тебе, как играю на пианино. Итак, пауза 4-3 — это когда вы берете четвертую ноту и удерживаете ее, когда меняется аккорд, а затем двигаете ее. Итак, в Е, которая стоит под номером 1, ты берешь четвертую ноту, 1, 2, 3, 4, а затем опускаешь ее вниз. Так что это похоже на А. Вместо того, чтобы сразу переходить к аккорду. Это будет более понятно, если у вас также будет пятая нота, потому что вместо того, чтобы просто так взять, вы получите. А затем мы получим то же самое в конце вступления здесь. Цель отстранения обычно состоит в том, чтобы создать какое-то напряжение. В данном случае оно снимается движением рояля вверх. Ладно, давай продолжим. Мне не терпится увидеть, к чему это приведет, потому что до сих пор он не показывал большой части своего диапазона. Долгим огнем пылать во мгле и ненастье. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти.
Я думаю, что это та же основа, что и у студии А. A studio as well. Ночь сомкнула ресницы, и вокруг тишина. Забыты звуки, руки, лица. Мне нужна только ты одна. Околдован тобою. He seems to be getting higher and higher. Он, кажется, становится все выше и выше. И ты вернешь меня из бездны в этот мир. Только ты одна. Хорошо, если это снова будет припев. Я думаю, он будет подниматься все выше и выше. Так что давай сделаем паузу и просто повторим пару моментов. Мне действительно нравится спокойствие, царящее в этом месте. Это довольно увлекательно, понимаешь? Ты видишь, что все просто наблюдают за тем, что сейчас произойдет. Две виолончели — очень приятный штрих. В оригинале, как вы можете видеть на видео, играют струнные, а вот здесь играет пианист, а это, я думаю, басист. Так что, возможно, включение виолончели — это своего рода дань уважения оригинальной песне. И это приятно видеть. Это показывает, что Димаш не слишком сильно ее меняет, почти как дань уважения авторам песен. Но виолончель, если говорить о струнных инструментах, является одним из самых низких регистров, и когда она звучит, Димаш внезапно поднимается в своем регистре. Это виолончель. Там наверху было очень воздушно, что для него, судя по тому, что я видел, определенно не очень высоко. Это создает приятный контраст с виолончелью, или виолончель создает приятный контраст с ним. Я хотел бы обратить ваше внимание на сравнение того, как он поет припев «Дай мне, дай мне». Они близки друг к другу, но настолько разные. Это первый раз из этого раздела. Это так воздушно, что кажется воздушным, таким воздушным. Такое ощущение, что звук вообще не звучит, что делает следующую часть еще более мощной и контрастной. Вот и this эта part. часть. Especially Особенно сейчас. now. Это больше похоже на оперный баритон. Затем, чтобы немного продвинуться вперед, вот здесь, когда он поет слова «Я выпью зелье», здесь он заколдован. Выпью зелье до дна. Он легко берет ля на верхней ноте. On the top note. Выпью зелье. На самом деле это всего лишь один шаг от вершины типичного диапазона теноров. Обычно от тенора ожидают, что он будет петь на си, и он это делает, и это кажется таким простым. Я думаю, что многие люди, слышащие это, потому что у него это звучит так легко, не совсем поймут, насколько это высоко в его грудном голосе, в его полном тембре. Хорошо, давай продолжим. Долгим огнем пылать в угле и в бедности. Дай мне ночью и днем сгорать в костре грешной страсти. What was that? Что это было? Извини, но что он там делал со своим голосом? Это просто невероятно. В одном из моих комментариев я сейчас выведу его на экран, чтобы ты мог поставить его на паузу, если захочешь прочитать все целиком. Они дали мне знать, что на самом деле это называется трель Монтеверди или козлиная трель.
Oh, Просто хочу отметить, что после этого я посмотрел концовку, где все дарят ему цветы, и он произносит очень приятную речь. Во многих комментариях говорится, что он очень скромный человек. В нем много скромности. Ты определенно можешь убедиться в этом вот здесь. Приятно на это смотреть. Здесь так много цветов. Ладно, в последнем разделе было несколько моментов, которые действительно застали меня врасплох. Я просто попробую выделить те, которые кажутся мне наиболее важными. Так вот, в этой части он снова говорит: «Даймё, дай мне 2 раза подумать». Первая часть — оперный тенор. Знаешь, здесь много вибрато, звучит как оперный тенор. Второй вариант без вибрато больше похож на грудной голос с Так что в дневной части нет вибрато, но потом, да, есть вибрато. Я думаю, что это больше похоже на стиль пения в музыкальном театре, довольно низкий, не такой оперный, но знаешь, все равно очень мощный. Если использовать высокие части твоего грудного голоса, твой в полный голос. И во втором раунде тоже. Он достигает вершины В, которая, как правило, настолько высока, насколько можно ожидать от тенора. Правильно. Теперь этот отрезок длится около 20 секунд. Не стоит вдаваться в подробности исполнения этого виртуозного мужского сопрано. Также обратите внимание на партию фортепиано. Я думаю, это действительно здорово. Вот здесь он переходит на ля ми. Это была самая высокая нота, которую я слышал в своей предыдущей реакции, Олимпика. Но я думаю, что здесь хорошо работает то, что они сделали это зрелище более зрелищным, потому что они сделали его более странным с точки зрения гармонии. Они изменили структуру аккордов и те аккорды, которые мы слышим, особенно в этой части. Вот этого аккорда я просто не ожидал. Нет смысла использовать его здесь. Это до диез минор. И это просто не то место, куда вела гармоническая прогрессия. Так что в сочетании с тем, что он сходит с ума, когда поет там наверху, это очень удивительно. В следующем эпизоде он снова поет «Отдайся, умри». Это верхняя нота до, которая для оперного тенора подобна концертной ноте. Ты же знаешь, что это случается не так уж часто, а когда случается, все говорят «Вау». Вот пример из одного очень известного спектакля. Так вот, он делает это по-оперному, но потом, на мой взгляд, он снова меняет свой стиль, точно так же, как делал это раньше. На этот раз гораздо более заметно сочетание его головного и грудного голоса. Так вот, это и есть буква «С». И потом, это была настоящая смесь. Что касается аккордов под ней в гармонии, то она немного двусмысленна. На самом деле я не такой уж низкорослый. Когда играешь на плашке, внизу слышна буква «Г». У меня такое ощущение, что затем я ожидаю, что она перейдет в соль минор. И хотя никаких изменений нет, сейчас у меня возникает именно такое ощущение соль минор. А потом он переходит на ми. Так что теперь я чувствую, что мы в до мажоре. А потом вступают барабаны. И вдруг мы переходим на си бемоль минор. Бум! Прямо из ниоткуда. Это очень неожиданно. И, конечно же, Димаш поднимается до си бемоля. Это просто великолепно. А потом он пускается в безумный бег, очевидно, с сумасшедшим контролем дыхания. У него идеальный слух на каждой ноте. И он на самом деле не дышит на протяжении всей этой фразы. А это примерно, я только что проверил, длится около 20 секунд. Может быть, чуть больше, пока он выполняет всю эту вокальную гимнастику. Это безумие. И вот мое последнее замечание, которое я хотел бы подчеркнуть во второй половине этой фразы. Если бы я просто услышал это с закрытыми глазами, я бы никогда не подумал, что это исходит из тела мужчины. Я думаю, что, возможно, это мальчик помладше, чей голос на самом деле еще не сломался. Просто сумасшедший голос. Знаешь, мне больше нечего сказать. В целом, да, еще одно потрясающее выступление. Я восхищен всем, начиная с его выступления и заканчивая неожиданностью и приятными изменениями в гармонии, которые мы наблюдаем. И мне нравится тот факт, что он выступает с оригинальными исполнителями этой песни. Давай оставим все как есть. Дай мне знать, что ты думаешь об этом ниже. Как всегда, спасибо, что смотришь. Мы будем признательны, если ты поставишь лайк и подпишешься, и мы увидимся в следующий раз.